Всем привет! Вы на канале Валентина в Корее. Сегодня мы отправимся на морскую платную рыбалку. Совместим ее с кемпингом, приготовим одно из самых популярных корейских блюд. А еще впервые попробуем мини-коптильню для приготовления мяса на углях. Это красная рыба. О, капец, она большая. О, классно, она большая. Акула. Акула, реально? Честно говоря, сами не знаем, что получится лучше, рыбалка или ужин. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем наше небольшое приключение. Отправляемся мы на остров, где находится международный аэропорт Инчон. В этом кемпинге мы уже бывали несколько раз. Нам нравится, что ехать от дома совсем недалеко, а кроме отдыха на природе здесь можно еще и порыбачить. По дороге заехали в рыболовный магазин. Пока мы выбирали наживку, местные сотрудники решили устроить себе тихий час прямо на прилавке. За 10 тысяч вон нам дали вот столько креветок. На первый взгляд кажется, что их много, но посмотрим, насколько хватит такого запаса. Место под кемпинг заранее мы не бронировали. Обычно ездим в будние дни, поэтому свободные места здесь почти всегда есть. большую будем брать? 어저께가 당일날 안 되고 서태지 분께서 70%인데? 응. Большую или первую? 네. Вот это. В местном магазине есть практически все, что может понадобиться для отдыха. Здесь можно купить приправы первой необходимости, соль, перец и многое другое. Есть средства от комаров, различные прикормки и снасти для рыбалки. Посуда, кастрюли, уголь, напитки и даже спиртное. Если вдруг что-то забыли, скорее всего, это можно найти здесь. А вот так выглядит сам кемпинг. Нам нравится, что здесь достаточно просторно. Можно спокойно провести целый день на природе и никуда не спешить. Первый раз попробуем, что это такое. По сути, это виски с газированной водой. Напиток легкий, освежающий и пьется намного мягче, чем обычный виски. Перед выездом я заранее замариновала курочку для таккальби. Добавляем заранее нарезанное куриное бедро без костей, зеленый лук и тщательно все перемешиваем, чтобы каждый кусочек покрылся маринадом. Оставляем мариноваться минимум на 1 час, а лучше немного дольше. Капусту нарезаем крупными кусочками. У пакчоя отрезаем основание и разбираем его на отдельные листики. Лук режем полукольцами. Кунжутные листья и зеленый лук тоже нарезаем достаточно крупно.
сковороду наливаем немного масла, выкладываем все овощи и добавляем замаринованную курочку. Периодически помешивая, начинаем обжаривать. Затем добавляем сальток. Это корейские рисовые клетки и кунжутные листья. Готовим на среднем огне, постоянно помешивая примерно 15 минут, пока курица полностью не приготовится. Можно открывать корейский сиктан, так туритан, Так кальби. так кальбитан. Овощей спокойно можно ложить, даже больше. Кто любит овощи. Вкусно получилось. Ты одну удочку готовишь? Ты будешь ловить? Нет. Если будешь ловить, 2 приготовил. Ты же мастер рыбалки, ты уже даже помнишь. Потихоньку кемпинг начинает наполняться людьми. Несмотря на будний день, желающих отдохнуть на природе оказалось немало. А вот так выглядит мойка. Здесь можно помыть продукты, посуду и все необходимое. Единственное, моющего средства здесь нет, поэтому его лучше привозить с собой. Это местная уборная для кемпинг-зоны, здесь довольно чисто и аккуратно. А в этих домах, интересно, люди живут или это сдается? Сдается. Думаешь, сдают? Вот 2 палатки по 650 тысяч, вот выгорели на солнце, просто так стоят. 1 300 000, вот стоят. Этот товарищ куда делся? Что-то еще не поместилось, Приехал на легковой же машине. Зашли в магазин подогреть кашу в микроволновке и заодно решили узнать информацию про розетки. В комментариях под прошлым видео часто спрашивали, платные они или нет. Поэтому решили уточнить этот момент на месте. Входит в стоимость, можно пользоваться розеткой, но зимой обогреватель такой нельзя, который много слишком одновременно кушает, а то у них называется еще. А вентилятор такой можно? Вентилятор, летом мини-кондиционер, это все можно. Ну, хорошо. Я вчера закинул в корзину в Купанге Какую? за 84 тысячи Какую? мини-кондиционер. Которым Стоит. нельзя пользоваться. Не, им можно. Обогревателем нельзя пользоваться. Но кондиционер это для нашей большой палатки, наверное, очень классно. Это со скидкой. Когда скидка закончится... В машине он будет нету места. Здесь больше все равно кемпинг для любителей рыбалки, наверное, да? Ну да, в прошлый раз тоже люди здесь пришли, посидели, мазали и пошли на рыбалку. Мы сейчас тоже так делаем. Каш Кашу подогрели. Все мы не осилили, уже наелись. Выложим и будем жарить кашу. Сейчас покажемся.
Тогда они все с пустыми садками ходят. Банку любил? Она целенаправленно куда-то идет. Эй, зачем потом Мика скажет, где вы были? Яйка, смотри, яйки торчат. Мика сюда привезешь, люлей получит он от этих маленьких. От маленьких котиков с большими яйками. Идем оплачивать время. Будем рыбачить. Оф, чага он пылит. Стоимость рыбалки здесь составляет 60 тысяч вон за 6 часов, но если планируете рыбачить подольше, выгоднее брать 12 часов, это стоит 90 тысяч вон. Мы выбрали 6-часовой тариф, и, если честно, особых надежд на хороший клев у нас не было. Пока мы ходили по территории и наблюдали за другими рыбаками, пойманной рыбы было совсем Я что немного. получил? Это на купон. А у тебя купон еще есть? Это Да, ты вот когда 4. сделал? В прошлый раз сделал? Прошлый раз или когда? В прошлый раз. Прошлый. А до этого мы 2 раза когда были? До этого не было. Что дают они? До сюда дойдешь бесплатно, чем на все один раз можно. И все? До сюда дойдешь, можно один Микки взять. Микки, как черви. За 10 тысяч, которые? За 5. Рыбу тут запускают 2 раза в день. Первый раз утром в 9 часов и второй раз в 3 часа дня. Поэтому остается только надеяться, что мы хотя бы несколько поклевок все-таки увидим. Чага, а что, нету рыбы? Прошло уже около 3 часов, а поклевок все не было. Если честно, мы уже начали сомневаться, получится ли вообще сегодня что-нибудь поймать. Поэтому Александр решил не терять время и заняться нашей одноразовой мини-коптильной. Нам было очень интересно проверить, действительно ли в ней можно приготовить вкусное мясо. Но, как часто бывает на природе, все пошло немного не по плану. В самый неподходящий момент началась долгожданная поклевка, и мы побежали вытаскивать рыбу. Есть! Ура! Такой большой ждали, такой маленький. Да. Да. Висяки. Есть первая рыбка. Я увидела, молодец. Пока были заняты рыбалкой, нижняя часть коптильни успела сгореть. Основание, на котором стояла тарелка с углями, оказалось сделано из плотной бумаги, и огонь сделал свое дело. Но эта часть, как оказалось, не так и важна была. Для копчения мы подготовили оггепсаль – свиную грудинку со шкуркой. Замариновали ее совсем просто – соль, черный перец и чеснок. Иногда для вкусного мяса больше ничего и не надо. И все же рыбалка нас не подвела. Что, это вторая? Ты ее как поймал? Я что-то пропустила? Блин, а рот такой маленький, а не стыкается.
Этот спать лег. Сочный, мягкий. Сырой. Где она? А где это? Чаги, а где? А, у тебя она. Тяжело идет? Ты главное не потеряй ее. Я снимаю. Ого! Она пришла! Ура! Большая будет? Очень хорошо будет. Это красная рыба. О, капец, она большая. Уху. О, классно, она большая. Акула. Акула, реально? Она реально, Чаге, большая. Ну-ка, ногу поставь. Ну, акула. Рот, смотри, как у акулы. Краса. Напоследок мы вот поймали третью. Ну, она большая. Вау. Очень красиво. На вкус надо посмотреть. Пахнет тоже красиво. Вкусно. Ну-ка. Надо вот туда теперь картошечки. Да. Картошка есть? Смотри, Да. угля еще много. Не, что-то я увидела, что тебе кто-то помогает, как будто. А? Сейчас, подожди. 하나, 둘, 셋, 한 번 더. 하나, 둘. 가만히 좀 있어라. 가만히 좀 있어. 가만히. 네, 됐습니다. 아니 여기 집까지 갖고 오잖아요. Готовы точно. Первый кемпинг. Второй, Как первый? второй, третий в этом году. На шашлык похож капитально. Еще с запахом дыма. Как копченая буженина. Ну, точно. Которую продают в мать. Здесь твоя рыба где-то, нет? И заплатила я за это $3000 в сутки. Машина, конечно, как будто бы ее только распаковали для меня. Кстати, в аквариуме тоже туда рыбкам набросают какие-то водоросли, ракушки.
Время 8 утра. Но я не ожидала, что народу так много будет. Я думал, они должны пойти на выборы. Ну да, сегодня же в Корее день выборов. Ну, что, видишь, это официально красный день. Раньше же не было. Соседи молодцы. Не мешали спать. Мне кажется, мы капец спали. Это мы им, наверное, мешали. Поскольку время уже поджимало, а после отдыха нужно было ехать домой и собираться на работу, чистить рыбу самостоятельно мы не стали, поэтому отнесли улов на разделку. Желающих оказалось немало, возле пункта чистки даже образовалась небольшая очередь. А вот тут посмотрите на эту тележку с рыбой. Представляете, этот улов один рыбак поймал всего за одну ночь. За чистку нашего улова мы заплатили 21 тысячу вон. Конечно, это дополнительные расходы, но зато экономится очень много времени и сил. Ну что ж, на этом наше небольшое приключение подошло к концу. Сегодня мы успели порыбачить, приготовить вкусный обед и протестировать необычную одноразовую коптильню. Все чистенько оставили. Собрались. Пойдем сейчас рыбу заберем и поедем домой. Не все прошло идеально, но именно такие моменты делают отдых на природе интересным и запоминающимся. Несмотря на то, что клев был не самым активным, без улова мы все-таки не остались. А это уже хороший повод вернуться сюда снова. Если вам понравилось видео, не забудьте поддержать нас лайком. Спасибо, что провели этот день вместе с нами. До скорых встреч на канале Валентина в Корее. Всем пока-пока! А те вот они завернули как-нибудь. Это здесь только филешки, их надо будет порезать. Только филе.